Доброго всем времени суток, друзья! Мы вдвоем с Лёлей читаем книгу «Башня с воспоминаниями» Нэнси Мари Хауэлл. Мы остановились на главе 8, она называется «Мэр». Комета повсеместно наводит ужас. Нэнси оделась и, прижимая маленькую подушку к груди, быстро спустилась в аптеку. Теперь, когда она обнаружила детскую, где спала совсем крошкой, в ее туманном прошлом кое-что прояснилось, и от волнения девочка часто дышала. Виолетта тоже заинтересовалась подушкой и захотела увидеть комнату и кроватку, но пришла мама и положила конец разговору. Мамина нежелание рассказывать о прошлом просто приводило Нэнси в бешенство. Может, дедушка ответит на ее вопросы? Нэнси открыла дверь, ведущую из жилых комнат в аптеку, и с удивлением увидела мальчика, высокого и стройного, словно молоденькое ивовое деревце, в травянисто-зеленом комбинезоне, который еще больше подчеркивал его худобу и рост. Мальчик стоял у прилавка и разговаривал с дедушкой. Помня наказ матери оставаться невидимой, Нэнси отступила назад в темную прихожую и стала наблюдать за происходящим. «Спасибо, что принес продукты. Не знаю, что бы я без тебя делал», — сказал дедушка, принимая у парнишки сетку с красными яблоками, апельсинами и кучей бумажных пакетов. «Мне не трудно, мистер Гринстоун», — ответил мальчик, пятерней зачесывая назад темную челку. «Если что-то нужно, только попросите, я всегда рад помочь». Нэнси заметила, что дедушка грустно опустил голову. «Ты хороший парень. Даже не представляешь, как это важно, когда есть на кого положиться. До свидания, мистер Гринстоун. Увидимся послезавтра», — произнес мальчик, которого, как показалось Нэнси, немного встревожил потупленный взор аптекаря. Потом парнишка повернулся и, прищурившись, посмотрел в коридор, туда, где стояла Нэнси. Девочку бросила в жар. Он заметил ее. Мальчик снова бросил взгляд на аптекаря, изучавшего содержимое сетки, и еще раз с любопытством взглянув на Нэнси, вышел. Колокольчик на двери звякнул. Этот звук, видимо, пробудил дедушку от раздумья, и он, вздохнув, положил сетку с продуктами на прилавок. Нэнси нерешительно вошла в торговый зал. «Доброе утро. Мама велела узнать, нужна ли вам моя помощь». Она оглядела бесконечные ряды снадобий, склянки с разноцветными жидкостями, сосуды с розовыми лепестками, пучки сушеной лаванды, пирамиды фиалкового мыла, подносы с деревянными зубными щетками со щетиной из конского волоса, жестяные коробочки с зубным порошком, рыбий жир. Прилавок из красного дерева был отполирован годами до зеркального блеска, что в нем можно было увидеть свое отражение. В воздухе висел смешанный запах пчелиного воска и душистого мыла. Все сияло и было аккуратно расставлено, чтобы привлечь покупателей. Нэнси вспомнила, как утром дедушка понадеялся на возвращение клиентов. Почему горожане не хотели посещать такую замечательную аптеку? «Что там у тебя?» — нахмурившись, спросил дедушка, глядя на подушку в руках Нэнси. «А, это я нашла на чердаке. Мама говорит, что раньше, когда мы жили здесь, там была моя комната», — ответила Нэнси. «Надеюсь, что дедушка окажется менее скрытым, чем мама, и поговорит с ней о прошлом». Аптекарь резко поднял плечи, словно невидимые ремни потянули их вверх. «Мама никогда не рассказывала тебе о тех временах?» Нэнси покачала головой. «Она вообще ни слова не говорит о Саффолке». Дедушка кивнул, словно это не было неожиданностью. «Ты помнишь этот дом?» Он пристально смотрел на внучку, будто чего-то добивался от нее. Нэнси крепче обняла подушку. Жаль, но у нее не осталось даже туманных воспоминаний о первых годах жизни. «Нисколько», — ответила она, немного помолчав. Плечи у дедушки немного расслабились, и он улыбнулся внучке. «Ты была совсем малышкой, потому и не помнишь». Он указал на деревянные шкафы, занимающие всю стену позади прилавка. «Мне понадобится твоя помощь. Положи, пожалуйста, подушку и давай наполним ящики травами. Вчера я выбросил старые запасы. Это очень успокаивает. И заодно поговорим». Нэнси прошла за аптекарем в кладовку, где он показал ей рогожные мешки с травами. Когда они вернулись в торговый зал, дедушка объяснил, как с помощью деревянной ложки засыпать травы в ящики. И девочка принялась за работу. Ромашка – средство от бессонницы, мята перечная для хорошего пищеварения, мелисса и валериана против нервных расстройств. Ароматы сушеных растений дарили умиротворение, и Нэнси ровно задышала. Время от времени она поглядывала на дедушку, подметающего пол, и ждала, когда он заговорит. «Я рад, что у тебя добрый папа и веселая младшая сестренка», — наконец сказала он. «Твоя мама очень грустила, когда умер твой родной отец». Рука Нэнси застыла над мешком с лавандой. Девочка обернулась. Аптекарь смотрел на нее затуманенным взглядом, крепко стиснув черношный клюв. Нэнси положила ложку на прилавок рядом с подушкой. Ее внезапно охватила грусть по отцу, которого она никогда не знала, и деду, о котором ей пришлось забыть. Мама говорила, она уехала, потому что здесь у нее никого не было. «Но вы ведь есть», — сказала она и робко взглянула на дедушку.
Он вздохнул так тяжело, словно нес на плечах непосильный груз. Не стоит волноваться о прошлом. Главное, что ваша жизнь сложилась счастливо, а мне больше и не надо. Эти слова утешили Нэнси, но она так и не получила ответов на вопросы, которые не давали ей покоя. «Почему тогда мы с мамой уехали отсюда?» – спросила она. Дедушка наморщил лоб. «Это долгая и очень непростая история, Нэнси». Девочка замерла, надеясь, что он собирается рассказать ей эту историю. Вдруг во входную дверь кто-то сильно забарабанил. Дедушка взглянул в ту сторону с тревогой. Еще рано, аптека была закрыта, ставни затворены, но Нэнси видела через стекло у двери очертания мужской фигуры. Пришедший снова требовательно постучал, и ручка стала поворачиваться. «Я забыл запереть дверь за мальчиком, который привез продукты», — широко распахнув глаза, сказал дедушка. «Тебя не должны здесь видеть, Нэнси. Прячься скорее под прилавок». Он быстро взял подушку, забросил ее в дальний угол, мягким движением руки заставил Нэнси сесть на корточки и сам встал за прилавок. Сердце у девочки бежало вскачь. Она услышала, как громко зазвенел колокольчик и хлопнула дверь. Кто-то медленно подошел к прилавку. «Доброе утро, мистер Гринстоун», — произнес незнакомец стальным голосом, от которого у Нэнси по спине побежали мурашки. «Ни за что не пожелаю вам доброго утра», — ответил дедушка угрюмым замогильным голосом. Девочка видела, как он вытер руки о фартук и сжал кулаки. «Так вот как вы приветствуете мэра?» — холодно ответил визитер. «Мэр?» — повисло молчание, и лишь снаружи доносились звонки велосипедов и чихание автомобильных моторов. «Зачем вы опять пришли?» — сурово спросил дедушка. «Мне надо готовиться к открытию аптеки». Кто-то шлепнул меня ладонями по прилавку, и Нэнси вздрогнула. Она решила, что мэр наклонился к дедушке, и ей даже показалось, что повеяло запахом мятной зубной пасты. «А я пришла как раз поговорить по поводу вашей аптеки, мистер Гринстоун. Мне стало известно, что в травяном чае, который вы на прошлой неделе продали миссис Бартоломью, обнаружен мышиный помет». Его слова тяжело повисли в воздухе, и дедушка шумно вздохнул. «Откуда здесь мышиный помет? В аптеке идеальная чистота, и дедушка явно этим гордится. Миссис Бартоломью не заходила ко мне уже много лет», — нетвердым голосом ответил он. Вдруг сверху раздался грохот. Нэнси подняла голову к потолку. «Может, Виолетта прыгает на кровати?» Дедушка громко закашлялся. «Что это за шум?» — заинтересовался мэр. «Какой шум?» — сдавленно произнес дедушка и бросил тревожный взгляд наверх. Нэнси внезапно захотелось прийти ему на помощь, но как это сделать, когда она прячется под прилавком, чтобы ее не заметили? «Прошу вас, перестаньте распространять обо мне ложные слухи и оставьте меня в покое», — сказал дедушка. Мэр засмеялся. «Ну уж нет», — его голос прорезал воздух как нож. «Вы забрали то, что принадлежит мне, а я отберу у вас все по частям». Шаги по направлению к выходу, звон колокольчика, громкий хлопок дверью. Дедушка страдальчески вскрикнул и быстро вышел из-за прилавка. Нэнси услышала, как провернулся ключ в замке. «Он ушел, можешь выходить», — сказал аптекарь. Нэнси неуверенно встала. Казалось, лавка неуловимо изменилась. По ней словно пронесся холодный ветер, отчего жидкости в банках потускнели, а прилавок заблестел еще сильнее. «Этот мэр», — начала Нэнси. «Едкий, как уксус», — перебил ее дедушка. Его лицо было покрыто красными пятнами. «Да, он чуть не набросился на вас», — воскликнула Нэнси. Дедушка покачал головой. «Мне жаль, что тебе пришлось услышать этот разговор», — с волнением произнес он. «Не подумай обо мне, пожалуйста, ничего плохого. Это все неправда, Нэнси. Каждое его слово ложь». Наверху снова что-то упало, и послышались голоса Виолетты и матери. Дедушка посмотрел в потолок и хлопнул дрожащими руками. «О, Господи, что скажет твоя мама, когда узнает, что ты слышала угрозу мэра?» Нэнси помнила, что мама велела уйти из аптеки до открытия. «Может, не скажем ей?» — неуверенно предложила девочка, не желая еще больше усложнять дедушке жизнь. Аптекарь благодарно кивнул. Он зашел за прилавок, поднял с пола подушку и, покрутив в руках, отдал Нэнси и быстро сжал ее пальцы. «Ты хорошая девочка. Я рад, что ты приехала». Его взгляд снова помутился, словно затуманенный воспоминаниями. Нэнси подумала о заявлении мэра, будто бы в травяном чае обнаружен мышиный помет. Такая ложь могла навредить репутации аптеки и отпугнуть клиентов. Дедушка спросил главу города, зачем он опять пришел, а значит, он часто наведывается сюда с угрозами. «Почему этот человек сказал, что отберет у вас все по частям? Он будет и дальше отваживать от аптеки клиентов?» Дедушка кивнул, вынул из кармана фартука платок и громко высморкался. Потом снял очки и положил их на прилавок. Плечи его внезапно поникли. Он прижал платок к губам и повернулся к Нэнси спиной. У девочки задрожал подбородок. «Простите, я не хотела вас расстраивать». Она посмотрела на дверь, ведущую в дом. «Позвать маму?» Дедушка покачал головой и повернулся к ней лицом. «Нет, не надо». Он грустно улыбнулся и гладил концы усов. «Отнеси сетку с продуктами на кухню. Там есть бекон для завтрака».
Нэнси, неуверенная, стоит ли оставлять его одного взяла сетку. Дедушка снова прочистил нос, сунул платок в карман и взглянул на нее. «Иди, Нэнси, не беспокойся обо мне. Я заварю себе травяного чая. Ромашка и мелисса со щепоткой имбиря быстро поднимут мне настроение». С подушкой в одной руке и сумкой с продуктами в другой девочка вышла из аптеки и направилась в кухню, находившуюся в подвале. Она крепко стискивала зубы. Больше всего на свете Нэнси не любила несправедливость. Мэр хотел испортить дедушке репутацию и распугать его клиентов. Почему он так ополчился на бедного аптекаря? Девочка была уверена, что дедушка не делал ничего плохого. Этот дом просто кишит вопросами, и совершенно необходимо найти на них ответы. Вот и все, мы закончили читать 8 главу. Следующую главу будем в другой раз читать. Спасибо, что смотрите нас, слушаете нас, ставьте лайки, пожалуйста, и всем спокойной ночи.